У нас в студии эту тему мы обсуждаем. Майор запаса, член Центра партии «Ликуд», архитектор службы тыла Михаил Лобовиков. Миша, здравствуйте. Добрый вечер. Также у нас в гостях политтехнолог, владелец пиар-агентства Анна Магина. Анна, шалом. Добрый вечер. И также у нас в гостях аудитор, финансовый консультант Юлия Леви. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер. Поэтому мы привели в студию профессионала, экономиста, аудитора, финансового консультанта Юлия Леви. Ну, что вы скажете? Год экономический все-таки. Сегодня рассказали нам о том, что впервые страна вышла из минуса. В первый раз за 14 лет Либерман об этом рассказал. Да, слышали, да, что овердрафт каким-то мистическим образом доходы государства превысили все ожидания Брать столько многих налогов лет. с людей. С 2008 года, кстати, обратите внимание на дату. Да, Что мы скажете, говорим, Юлия? ну, во-первых, я хотела отнестись к тому, что вы сказали. Говорят, красота, она в глазах того, кто смотрит на кое-что. То есть, когда мы смотрим на зебру, мы видим там черные линии и белые линии. Если мы посмотрим на, да, какие-то позитивные эффекты того, что у нас есть уже целый год правительства, то, во-первых, да, у нас есть бюджет. Но не только у нас есть этот бюджет, а мы еще выкарабкались из дефицита. То есть, если мы посмотрим на последние 14 лет, это первый раз за весь тот длинный период, когда у нас есть какая-то, так сказать, надежда, может быть, даже перейти на позитив. Вы правы. Деньги идут Снижение от налогов. экономического роста. От налогов. Какие налоги? Если мы посмотрим, из чего состоит вот этот вот сбор налогов, то мы в основном видим налоги, которые платят компании, то есть это те компании, которые зарабатывают деньги и оплачивают какие-то... Сумасшедшие несколько экзитов, которые были в этом году. Также, да, они тоже внутри, это первое. И второе, это недвижимость. То есть мы, да, видим очень много налогов, которые пошли именно оттуда. Насчет того, что вы упомянули, инфляция и как бы... Рост цен на недвижимость, рост цен, то то есть есть как бы... Есть дороговизну жизни, есть такая продукты. глобальная мировая экономика, которая не может обойти нас краем. То есть очень даже может быть, что даже если бы был другой премьер-министр, другое правительство, скорее всего, ему бы пришлось справляться с теми же проблемами. Лучше, хуже, это уже другая Рост дискуссия. цен на недвижимость не связан с глобальной Да, и, экономикой. кстати, с Но ней, рост с ней борются. цены недвижимости начался именно борются. в период правительства Натаньяху, кстати говоря, мы это 10 лет назад. Начался в период правительства Ольмерта, после тех решений, которые Ну, были тогда приняты. Я могу дай бог, объяснять, с чего это началось. Все процессы, которые связаны с недвижимостью, это не вещи, это- которые Продолжилось можно при решить. Натаньяху 12 Да, лет. один день. факт. Это И вещи, были попытки которые- снизить, и цены контролировались. Секундочку, я отвечу на вопрос Бориса. И цены на недвижимость контролировались и никогда не росли таким образом. Каким образом? Вот Не в росли таких темпах, как они выросли за последний А, год, такого никогда не было. Это из-за попустительства И правительства, конечно. это в первую очередь касается той экономической политики, которую проводит это Если правительство. мы возьмем данные последнего квартала, первого квартала 2022 года, то мы видим, что покупки, так сказать, инвесторов, которые якобы подбрасывают цену вверх, она упала на 60%. То есть это проблема, с которой борются, она еще не решалась, как бы она еще не решилась, но с ней что-то делают. И тут, знаете, как говорится, как бы победа это когда ты продолжаешь делать какое-то определенное действие, как бы еще раз, пока у тебя что-то не получается. С точки зрения результата это никак не помогает простым израильтянам купить Вы себе знаете, новую квартиру и даже не приближает их к этому. Но это В и отличие от раньше арабов, было. кстати. Я считаю, Юлия Леви, я хочу задать вопрос вам экономический, на самом деле. Это правительство очень долго говорило, позиционировало себя как правительство, которое не касается фундаментальных проблем, палестинцы и так далее. Экономика, социальная повестка дня, по крайней мере, так оно представило себя. Реформа сельского хозяйства, реформа транспорта, повышение зарплатам солдат, солдаты, которые демобилизовались, налоговые льготы, кроме налогов, которые были на пластиковые, это тоже реформа, так или иначе, да, экологическая, там, да, пластиковые товары, не налог, а повышение на сладкие напитки, борьба за здоровый образ жизни, так или иначе. Но много, на самом деле, действительно, всяких заголовках экономических, оправданных, хороших, правильных. Вот вы, как независимый эксперт, скажете, наконец-то занялись этими проблемами? Я считаю, что да. То есть, как бы, если мы посмотрим на те, так сказать, кардинальные изменения, которые мы видим при смене власти, то я считаю, что это может быть первое правительство, которое не было зациклено на всех проблемах, которые связаны с безопасностью. То есть, да, у нас есть какая-то определенная политическая ситуация с безопасностью, что у нас есть как бы постоянные, так сказать, какие-то вспышки. И это, да, проблема, которая, скорее всего, будет решена не за одно поколение, может быть, даже за несколько. Но я считаю, что сам факт того, что вообще кто-то стал говорить о том, что наша жизнь не изменилась, потому что кто-то там поменял нашего премьер-министра. То есть, в конце концов, наша жизнь,
жизнь простых людей, она как бы продолжает течь, неважно, кто сидит на том ином посту. Поэтому я считаю, что сам факт того, что кто-то занялся именно экономическими Но занялся? вопросами, То есть вы ощущаете? успешно, неуспешно, что-то результатов-то получается, нету. что-то... Да, но у экономических реформ не могут быть немедленные результаты, то есть это берет года. Ну, пока что А мы есть пытаемся, немедленный а мы ущерб и ожидаем от вред того, что для нас, для пришел... всех. Это правительство Да, говорит, но мы открываем рынок для правительство- торговли, да, опять для же, это экспорта, правительство, для, оно мы сделало- боремся с монополией, с регуляцией, с бюрократией. Это не Очень берет много несколько заголовков. месяцев, на это требуется года, на это требуется стабильность. И да, вы правы, то есть как бы та ситуация, которая есть сейчас, она ставит бюджет следующего года под большую угрозу. Почему? Потому что уже в это время мы должны были сидеть, так сказать, с какими-то первоначальными бюджетами на следующий год и там их начинать уже обсуждать. Что происходит сейчас? Экономисты, которые сидят в правительстве, думают, делать, не делать, все равно ведь не разрешат. Все равно же мы опять, скорее всего, дотянем до марта, а там, скорее всего, будет меняться. То есть правительство не может делать какие-то кардинальные, глубокие реформы в экономике, при этом все время опасаясь, что кто-то тебя сбросит со стула. То есть это какая-то война за выживание, когда прибежали, что успели, то успели, что не успели, то не успели, получилось, не получилось, и как бы ждем следующего раунда. То есть так невозможно строить стабильную политику. И поэтому, Это то, что сейчас происходит. поэтому я присоединяюсь к тому, что нужно поменять систему так, чтобы нравится это правительство, не нравится, но надо дать ему какое-то время. Потому что неважно, даже если это правительство не хорошее, может быть, ему надо было дать время, пока бы оно там чему-то научилось. Нельзя за несколько месяцев кардинально изменять экономику, при этом учитывая то, что если мы посмотрим на какие-то глобальные тенденции, мы говорим о том, что все банки мира, они начинают поднимать сейчас проценты. Если мы говорим о том, что ожидается в ближайший год, то весь мир говорит о том, что, скорее всего, рост экономики будет замедлен. То есть мы справляемся с какими-то проблемами, которые они не только наши. И если мы, кстати, сравним Израиль с другими странами, то мы относительно еще более-менее как-то держимся на каких-то хороших местах. То есть, как Аня говорит, ни одно правительство не безгрешно. Но я считаю, что нам просто надо дать время, надо поддержать, надо подождать. А пока что, как бы, скорее всего, этого не произойдет, и вы знаете, мы у нас- опять будем... Мы вернулись, подводим итоги нашей беседы. Год со дня основания коалиции Беннета Лапида, Юлия Леви. Вы говорили очень мало, но очень много, что у вас есть сказать прямо сейчас, пожалуйста. Но я считаю, что если я хочу продолжить дискуссию, которая была тут до меня, я считаю, что у каждой волны репатриации были шансы, которые, в принципе, у всех были низкие. Кто-то приехал раньше, кто-то приехал позже. И когда мы смотрим на положение репатриантов, которые приехали 30 лет назад, что происходит с ними сегодня, мы видим разные, так сказать, разные части нашего общества, в котором мы очень четко видим, так сказать, следы наших русских репатриантов. То есть это не только политика. Мы говорим про 100%. академию, мы говорим про бизнес, мы говорим про огромные компании, мы говорим про советы директоров, в которых, да, есть представители, русскоговорящие представители. То есть, можно сказать, успехи нашей волны репатриации, они не измеряются, есть ли у них какое-то завербованное место в политике или нет. И, Совершенно кстати, верно. очень даже может быть, что, учитывая то, что происходит с нашей политической эстрадой, так сказать, за последние 20-30 лет, из того, что я только помню, может быть, это правильно, что многие из них решили не оставаться там, а ушли в те места, в которых на самом деле можно сделать какой-то импакт, можно сделать какие-то изменения, которые по-другому просто не делаются. Я вам скажу, есть И поэтому- стереотип сегодня в Израиле, что проблемы у русскоязычных репатриантов это только пожилые люди, которые не знают иврит, которые не заработали себе пенсию, у которых нет жилья. Все остальные должны интегрировать, Ну и как? Ну нельзя эти их пожилые приобщать. люди, они же Правильно чисто- или нет? Я считаю, что Проблемы те, кто могут быть у кого хотели угодно. интегрироваться в этом Погодите. обществе, им это удалось. Это люди, Совершенно верно. которые находятся в смешанных браках, которые вышли замуж или там женились на... Замечательно, но эти бабушки и дедушки, которые не обустроены до сих пор Они наши. социально. Это не только это свои. русские наши бабушки, это не и только русские дедушки, бабушки, это же не дедушки. чьи-то. Каждый год мы слышим о многих других пожилых, одиноких людях, которые не обязательно приехали из бывшего Советского Союза, у которых есть такие же проблемы. То есть, да, наше правительство, То есть у наше всех есть общество бабушки, и у них у всех не есть проблемы. умеет заботиться как следует о пожилых, не умеет заботиться как следует о детях, о каких-то там Юль, то, что вы говорите, что семей. у нас нет своих специфических проблем, тот, кто Я хочет считаю, преуспеть, что преуспеет, даже если его зовут... Более того, я считаю, что те, кто пришли русскоязычным- с нашей репатриацией, у них даже есть больше шансов вырваться, больше шансов пробиться, потому что у нас есть другой ДНК. То есть мы думаем по-другому. Так, с Мы ДНК работаем- осторожней.
Да, но другой, скажем так, может Другой быть, менталитет, другое навыки, мировоззрение. трудолюбие То есть добиваться и успеха стремление. мы должны То ее есть те использовать. русскоговорящие люди, которые приехали сюда, и у них есть то образование, которое вы упомянули, тот, так сказать, тот стимул, чтобы, во-первых, самим вырваться, во-вторых, детей поднять, и в-третьих, еще родителям помочь. Дисциплинированные Это те более люди, люди, которых это все правда. Юль, ну, получится вы намного работаете лучше, в сфере чем... бизнеса. Вот люди, я говорю... Я работаю и в академии, я работаю в совете директоров. госсекторе, да? Я вижу многое вокруг себя, и я вижу, что люди, которые хотят Стеклянный работать... потолок. Вот это нету понятие такого, есть? нету Нет такого. такого Кто понятия? хочет пробиться, башкой В госсекторе, пробивается. нам недавно рассказывали, что в госсекторе, по статистике, есть законопроект, который хочет внести опять квоту для русскоязычных и так далее. Не нужна Есть нам эта квота. 1% потому что всего лишь эта на квота, высокопоставленных она должностях. Не И в нужна мэриях нам эта тоже. квота. Я согласна с Михаилом, что люди, которые и себя что-то представляют, они и так могут пробиться. То есть я считаю, что есть вообще они сами виноваты. оставить вот этот вот тайтл, вот этот вот титул, ты русскоговорящий, давай представляй своих, это лишнее. То есть давайте сравним, например, нашу Алию с Алией с Эфиопии. Где они, где мы. Это вообще как бы несравнимо. Поэтому я считаю, Это что, люди, что которые мы уже приехали настолько из выросли другого в это времени, общество, они не из другой что... страны. Это разные вещи. Я считаю, что как раз вот то, что мы называем на иврите «афлаем такен», это Корректирующая дискриминация. корректирующая Дискриминация. дискриминация, она в определенных секторах, в определенных ситуациях действительно важна для того, чтобы именно задать какой-то вектор движения, который потом можно, эту дискриминацию можно отменить потом, и уже вещи пойдут естественным путем. Я не считаю, что против такой дискриминации корректирующей нужно как таковой выступать. Я думаю, что как раз тот факт, что были созданы русскоязычные партии, которые цементировали вокруг себя. Это ведь то же самое, понимаете, вот ШАС и Исраэль Беалия — это близнецы-братья, потому что каждый построил свои политические базу, свой политический Имеется в виду фундамент. индеи. А что произошло потом? Все русскоговорящие, они просто разошлись по всей То есть вы по говорите, всей что именно стране. русскоязычные То есть, партии и сохранили имидж среди нас, что Теперь, нам нужна знаете, русскоязычная я партия, хочу дать чтобы вам решать пример. наши проблемы. Я хочу Любая дать пример секторальная именно с партия. бизнес-сектора. Давайте посмотрим на бизнес-сектор. Буквально 5 лет назад все те рекламные кампании, которые обращались только к русскоговорящему населению, они просто исчезли. Почему? Потому что они просто узнали, что все русскоговорящие достаточно хорошо знают иврит, и что они теперь общаются как бы на всех языках, и то есть как бы нету какого-то русского сектора, которому можно просто послать рекламу. То есть это мы видим в бизнесе, не в совсем политике. так. Было еще изменено законодательство, которое, простите меня Тем за не упоминание менее, на как бы- этом канале, Вот убило на рекламу вот в на этой ноте русскоязычном так или иначе. Любая секторальная партия она наносит ущерб интеграции Я тоже израильтян, так считаю. репатриантов. И чем больше мы будем стараться найти свое место в Спасибо Израиле большое. за счет наших То есть собственных оно свое способностей, отслужило тем и больше мы ушло. добьемся. Друзья, мы завершаем нашу беседу, потому что у нас завершилось время. Я благодарю вас за участие в программе. Анна Магина, Михаил Бовиков и Юлия Леви. Спасибо большое, что приехали к нам. Спасибо вам. Спасибо. Ровно через 1 минуту главную...